Привет всем! Для сегодняшней самоделки нам понадобится алюминиевый профиль 15 на 30, но для начала металлический профиль 20 на 40 поделим на 4 равных отрезка по 20 см. Нарисуем линии отреза. Приложим оба профиля и сделаем отметку длиной примерно 3 см. Вот такой рисунок должен получиться. Отрезаем все ненужное и делим профиль на 4 части. Не забываем зачищать. Загибаем и немного сплющиваем, чтобы алюминиевый профиль плотно сидел. Получились вот такие 4 заготовки. Размещаем их на металлической пластине, добавляя пятый кусок профиля, чисто для разметки. Рисуем белые полоски вдоль каждой заготовки. С помощью сверхточного измерительного прибора под названием «На глаз» рисуем белые крестики в местах сверления. На ходу исправляем все неточности и вычеркиваем то, чего не должно было быть. Продолжаем сложными манипуляциями вычислять места сверления отверстий и рисуем белые крестики. Всего их будет 3. Выпиливаем нашу будущую заготовку. Слаживаем вдвое и крепко зажимаем, чтобы никуда не разбежались. Выравниваем все края шлифовальным кругом. Накерняем центр будущих отверстий, после чего просверливаем их, не рассоединяя заготовки для их параллельности. Вот такая ржавая красота получилась. Зачищаем. Размечаем еще 2 небольших заготовки на металлической пластине. Соединяем вместе, рисуем белый крестик, накерняем и сверлим. На 4 предыдущих заготовках отмечаем белым маркером места сверления. Накерняем, сверлим. Сверлим насквозь. Получилась вот такая дырявая красота. Далее нам понадобится металлический профиль 20 на 40 длиной примерно 3 метра. Одну из 4 заготовок соединяем при помощи болта с 2 маленькими пластинами. Прикладываем к одному концу 3-метрового профиля, центруем и выравниваем. Для того, чтобы между ними получился небольшой зазор, подкладываем 2 небольших металлических пластины. Зажимаем струбциной и варим. Убираем струбцину и металлические пластины. Лишнее отрезаем и шлифуем края. 3-метровый профиль укорачиваем до 2 метров 60 сантиметров, предварительно разметив места отреза белым маркером. Еще 2 заготовки металлического профиля и 2 металлических пластины соединяем вместе при помощи болтов. Прикладываем с противоположной стороны длинного профиля и привариваем. Получается вот такая конструкция. На болт нужного размера накручиваем гайку, прикладываем к отверстию и выбираем нужную глубину. Привариваем и зачищаем сварку, чтобы она не мешала подвижным деталям. С обратной стороны поступаем таким же образом. Размечаем и отпиливаем 2 металлические пластины нужной длины, накерняем и сверлим. 4-ю заготовку из металлического профиля немного укорачиваем. Прикладываем к нашей конструкции и проверяем, все ли правильно мы отпилили. Перед сваркой подкладываем небольшие кусочки металлических пластин, для того, чтобы этот рычаг свободно смог двигаться, и привариваем с одного края. С другого края также прикладываем 2-ю пластину и прижимаем ее гайкой. Прикладываем небольшую металлическую пластину, чтобы избавиться от зазора, и привариваем ее. Рисуем белую точку, накерняем, сверлим, соблюдая технику безопасности. С внутренней части просверленного отверстия подставляем гайку и привариваем ее. Зачищаем все сварные швы и устанавливаем заготовку на место, прикручивая ее гайками. Для фиксации 2-й пластины нам понадобится небольшой отрезок болта, подходящий резьбой. Хорошенько зажимаем его. Вот такой подвижный узел получился в итоге. Все 3 заготовки смотрят в нужном направлении, при этом не мешая друг другу при развертывании и свертывании. В то же время у нас получилась полностью разбираемая конструкция. Продолжаем рисовать белые крестики в местах сверления с одного и другого края всей нашей конструкции. Сверлим сквозные отверстия. С помощью большого сверла снимаем фаску для более глубокого провара. На болт нужного диаметра накручиваем гайку, с помощью которой выбираем глубину для приваривания, и привариваем. Шляпку болта отпиливаем, она нам не понадобится. Зачищаем сварные швы с одной и с другой стороны. Точно так же поступаем и со 2-м отверстием. Накидываем шайбу с увеличенным внутренним отверстием, чтобы сварной шов в дальнейшем не мешал нам. И накручиваем гайку, они нам скоро понадобятся. Снимаем все 4 заготовки и отмечаем места сверления белым маркером.
Теперь беремся за алюминиевый профиль. Нам нужна длина 2,5 метра, но так как один профиль длиной 2 метра, а второй профиль 1 метр, будем пилить и соединять. При помощи такого же алюминиевого профиля 12 на 12. Они очень плотно входят друг в друга, и поэтому соединение будет крепким и надежным. Вставляем два отрезка профиля 12 на 12 в двухметровый профиль 15 на 30. Сверлим отверстие и крепим все это алюминиевыми заклепками с двух сторон. С обратной стороны поступаем точно так же. От метрового профиля отмечаем 50 см, отрезаем, зачищаем и выравниваем все кромки. При помощи молотка и такой-то матери соединяем два отрезка вместе и также крепим их алюминиевыми заклепками. Нужно изготовить 4 отрезка по 2,5 метра. Чтобы избежать дальнейшей коррозии металла, красим металлическую конструкцию краской в проветриваемом помещении или на улице. Приступаем к сборке. Прикручиваем детали с уже просверленными отверстиями. Выравниваем по нужной длине, отмечаем стоп-линию и устанавливаем алюминиевый профиль в нашу конструкцию. Сверлим и крепим все алюминиевыми заклепками. Точно так же поступаем и с обратной стороной. Устанавливаем детали, алюминиевые профили и крепим все заклепками. Теперь можно устанавливать и подгонять всю готовую конструкцию на крышу автомобиля. Крепится она к заранее изготовленным креплениям на рейлинге при помощи шайб, болтов и гаек, которые мы заранее установили в конструкцию. Прикручиваем и хорошенько затягиваем. Также нам понадобится 4 телескопических стержня для удлинения рукоятки малярных валиков. Откручиваем наконечник. У шляпки болта нужного диаметра стачиваем грани. Для того, чтобы он плотно, но не сломав, залез в наконечник. Помогаем гайкой протолкнуть его до упора. Вот что должно получиться. Наверное, вы уже поняли, что мы изготовили автомобильный тент-маркизу веерного типа. Такие тенты очень быстро и без особых проблем разворачиваются и сворачиваются. Не занимают места в автомобиле, так как крепятся на его крыше, и защищают вас от солнечных лучей в жаркую погоду, дождей в пасмурную погоду и снега, если вы любите зимние путешествия. Я не стал показывать процесс изготовления тента и чехла для него, так как это занимает очень много времени. Приходилось очень много шить, кроить, перекраивать, подгонять, что-то додумывать, что-то переделывать, исходя из собственных предпочтений и ожидаемого результата. Но результат превзошел все мои ожидания. Маркиза разворачивается очень быстро и без проблем. В спокойную безветренную погоду даже стойки не нужны. Алюминиевые лучи хорошо держат свой вес, не прогибаются и не наклоняются. Но если дует даже небольшой ветерок, лучше не рисковать и сразу же устанавливать на подпорке и крепить веревками к земле, иначе большая парусность всей конструкции сыграет роковую роль. Получилось просто огромное крытое пространство общей площадью 10 квадратных метров. В дальнейшем я обязательно изготовлю для нее стенки, которые также будут легко крепиться к ней, закрывая внутреннее пространство от непогоды, ветра или дождя, с москитными сетками, входами и выходами. Но это уже другая история. Есть крепление для натяжки скосов, для отвода воды в дождливую погоду. Стойки устанавливаются в отверстия, просверленные в алюминиевом профиле. В местах возможной протирки материала пришита дополнительная подложка. По краям тент крепится при помощи липучки. Также крепится и к раме. С другой стороны тент крепится к рейлингу, также на липучке, прикрывая вход в багажник, который также является входом в наш дом на колесах.